И будет более-менее крыло хорошее, слушай. Да. Привет, друзья! Сегодня мы с вами сделаем подкрыльник для такого прицепа. А именно, почему мы это делаем? Потому что эти заводские подкрыльники полное дерьмо. Едем по дороге, попадает какой-то камень, кидает в подкрыльник просто разламывается. Поэтому мы будем делать крыло из стекломата. Нам понадобится снять форму с оригинального подкрылка. А именно вот этот подкрыльник у нас один остался целый, и пока он не разломался, с него будем снимать форму. Второй подкрыльник у меня уже разломался. Первым делом откручиваем колесо. Вот так вот. И сейчас спокойненько сможем что-то делать. Сразу накрутим обратно, чтобы ничего не потерять. Друзья, первый шаг сделан, а именно мы сняли это крыло. Сейчас мы его почистим. Крыло мы почистили, сейчас пора наносить воск. Гелькауту мы наверх будем ложить и с отвердителем, и потом уже стекломат будем наверх ложить. И если не обработать крыло сейчас воском, то мы его не разделим. Может быть и можно будет разделить, но это придется крыло как-нибудь сломать и так далее. Но нам такого геморроя не надо, поэтому мы воскуем все. Немножко вот так вот. Для начала обтираем и прям не жалея. Ребята, нанес воск. Рекомендуется, да, наносить 7 раз воск. Нанесли, немножко подождали, чтобы он отсох. Еще раз нанесли, подождали, и так 7 раз. Но у нас времени нету, поэтому я сразу 7 раз бомбанул. Все, полностью обработал. Крыло, видите, уже такое блестит. Оно такое скользкое. Так что оно готово к тому, чтобы нанести на него гелькаут. Вот такого цвета серого, нейтрального. Под прицеп он очень хорошо будет подходить, я думаю. Литр такого гелькаута у нас стоит около 10 евро. Ну, там, если скидочки есть, допустим, бывают в магазине распродажи какая-то, тогда 8 евро. На 1 квадратный метр 600 где-то граммов уходит. Толщиной 0,5 миллиметра, что ли. Врать сейчас не буду, сейчас не помню, считать тоже не буду. В принципе, это не суть. Граммов 200 мы сейчас замешаем. Граммиков 200. Отвердителя. Давайте 5 граммов. Друзья, первый слой гелькоута у нас высох, я нанес сразу второй слой гелькоута, и он тоже сейчас подсыхает, но ему не дадим конкретно высохнуть, да, пока он такой сероватый, скажем так, липкий, будем разбавлять полиэфирную смолу с отвердителем, нарезать стекломат, да. Друзья, первый этап мы закончили, а именно нанесли 4 слоя стекломата. Значит, 150 стекломата и 3 слоя 600 стекломата. За ночь высохнет, и завтра уже будем снимать саму форму и обрабатывать уже саму форму, приводить ее в порядок. Потому что сейчас это выглядит вот так вот. Друзья, прошла у нас целая ночь. Колорифер работал, все прекрасно высохло вроде бы. Сейчас будем это все дело снимать. В принципе, первый раз буду снимать форму именно с такого крыла, которое типа пластмассовое или хрен знает, что он там сделано. Так что
Посмотрим, что вообще у нас получится. Если не отшкурим, можно, знаете, как-то занозу загнать, что ли. Это очень неприятно. Сейчас все самое интересное. Посмотрим, как это дело будет сниматься. Возьмем карандашик, пройдемся по контуру. Не хотелось мне сегодня тут пылить, взял ножовочку, но придется пылить. Момент правды. Вытянули мы наконец-то это крыло, немножко пришлось попотеть, скажем так. Вот мы видим старое крыло, которое мы использовали как форму. В принципе, с ним ничего не случилось. Крыло можно ставить обратно смело. Вот сама у нас будущая форма. Надо ее, конечно, доработать. Вот тут все вырезать. Миллиметров 5 запасом оставить. И получится форма. Напомню, значит, у нас тут 150 стекломат один слой и 3 слоя 600 стекломата, да. Вот оно уже все. Ну, если взять по весу, это тяжелее по весу. Не намного, но тяжелее. Зато оно надежней. Ребята, обработали мы вот такую вот матрицу. Все вырезали, все подшлифовали. Все как надо получилось, в принципе. Плюс-минус. Вот так вот она выглядит. Все гладенько внутри. Есть, конечно, косячок. Вот этот в виде черной вот такой вот полосы, скажем так. Это когда я лодку делал, а лодка у меня на прицепе стояла. Там, видимо, пролилась смола, невидимо, а точно пролилась смола, и вот она отпечаталась сюда. Но это на скорость влиять не будет, и на конечный результат тоже это влиять не будет. Так что мы с вами сделали прекрасную матрицу стекловолокна. И следующий момент будет такой, то что будем делать само же крыло, чтобы вытянуть эту заготовку, эту матрицу саму с оригинального крыла. Там матюков много было. Это не в кадре. Старое крыло я пока что на место прикрутил. Вот, с ним ничего не стало. Ничего не случилось. Ну, может быть, тут немножко такая... Это еще пыль. Вот так оно немножко, как бы, да, где шершавость какая-то была. Еще воск там помыть, и будет хорошо. Так что можно не париться. Сейчас нам необходимо обработать матрицу изнутри воском, так сказать, разделительным слоем. Да? Если мы не обработаем воском матрицу саму внутри, тогда мы хрен достанем готовую деталь, готовое изделие, так сказать. Так что приступим к обработке воском.
Таким вот макаром нужно все края обклеить. Грамм 300. На 300 грамм 6 граммов отвертите. Друзья, прошло 2 часа примерно, может быть 2,5 часа прошло. Под калорифером это все дело высохло. Сейчас будем пробовать вынимать наше крыло. Посмотрим, что получится с этого дела. Главное, чтобы хорошо высохло. Но я думаю, что хорошо высохло. Сейчас будем мордоваться. Отходит. Смотрим, что получилось. Вот только что отошла. По большому счету получилось нормально, но не так, как хотелось. Получилось не совсем идеально, да. Здесь мы видим, хорошо гель-коат приклеился к стекломату, а вот в этом месте, вот он почему-то не приклеился. Да. Вот тут он тоже так отваливается. Но так вообще крыло хорошее получилось. Ну, в принципе, я этого ожидал, потому что я дал совсем мало слоев стекломата, а 600 стекломат в принципе даже не ложил. Не то что в принципе я вообще не ложил, а ложил на 150 стекломат несколько слоев, чтобы деталь была бы легенькая, да. Поэтому так и получилось. Ну, просто надо будет сейчас еще сюда дать один слой 600 стекломата и укрепить вот эти вот места именно, которые как бы потрескались, и покрасить поверху гель-коатом с отвердителем. Он тогда застынет, нормально будет. Сейчас надо это дело все обработать. И будет более-менее крыло хорошее, слушай.
Друзья, вот такое вот прекрасное крыло у нас получилось под прицеп. И сейчас я немножко его еще подшаманил, где-то подкрасил. То, что гель-коут не схватился в некоторых местах. Ну, надо немножко как-то это аккуратнее делать и подольше. Но времени, как всегда, нету, поэтому всегда спешишь. А в итоге что получается? В итоге получается то, что надо немножко подкрашивать. В принципе, результатом я доволен, но не сильно. Ну, доволен, но не сильно. Могло получиться и получше. Но я думаю, второе крыло я буду делать, оно уже мне получится, да. Буду как-то немножко поаккуратнее его делать. Вот. А получилось вот так вот. Надеюсь, вам видно. И это крыло, да, оно уже будет полегче, чем оригинальное пластмассовое. Вот оно крыло само. А вот это вот наша матрица, которая нам еще пригодится для того, чтобы сделать второе крыло. Обязательно сфотографирую и заходите на мой канал, раздел сообщества, и там обязательно будет фотография, как оно выглядит на самом прицепе. Да. Так что всем спасибо, кто смотрел, ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал. Ну и как всегда не забывайте вот этот вот чудо-колокольчик нажать. Друзья, напишите комментарий, просто узнать, как у вас дела. И пока.